Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы продолжим рассматривать бисерное плетение, мозаичное полотно с нечетным количеством бисерин. И будем плести вот таких вот очаровательных зверят. Обязательно досмотрите этот урок до конца, в конце вас ждет подарок. Плести такие узоры лучше всего из японского цилиндрического бисера. У меня здесь Delica, но можно взять еще Toho Treasures или Toho Aiko. И небольшой совет. Я бы не стала миксовать цилиндрический бисер разных производителей между собой. Например, Toho Aiko немножко отличается по размеру от Toho Treasures и от Delica Miyuki. Поэтому возьмите что-то одно. Хотя, конечно, можно и намиксовать, но на ваш страх и риск. Потому что чуть-чуть может отличаться размер у бисерин, и из-за этого может немножко форма поехать. Для бисероплетения я использую только Toho 1G. На самом деле можно любые нитки для бисероплетения использовать, но я предпочитаю Toho 1G, потому что они, мне кажется, подходят для этого просто идеально. Ну, потому что я в них влюбилась, это была моя первая любовь, и я все еще с ними. Первым делом мы отмотаем нитку с катушки. Возьмите побольше, чтобы у вас был запас. Ну, вот столько, я думаю, нам должно хватить. Отрежем, ставим в иголку и будем плести. Чик. Это же не кусь. Правильно, это чик. В описании к этому ролику вы найдете ссылку на файл, который вы можете распечатать. Там схемы всех наших зверей. Вы можете распечатать их в цветном виде, можете распечатать в черно-белом и раскрасить. Также в описании к этому видео есть ссылка на пустой бланк. Распечатайте его и нарисуйте там свои собственные дизайны, своих собственных зверей. А если у вас нет принтера, то откройте это с телефона. Я открываю схему на телефоне, потому что у меня нет цветного принтера, и начинаю набирать бисерины. Первым делом мы должны сплести самую широкую часть нашего дизайна, то есть начнем работу вот отсюда, вот самой широкой части с нижней, пойдем наверх, а потом сделаем низ. Начинаем с крайней левой бисеринки. Вот она у меня линейка. Набираем серая, синяя, белая, рыжая. Белая, белая, белая. Контурная серая и контурная серая второго ряда. Подтягиваем все бисерины к концу, оставляем, примерно вот такой вот кончик. Он нам понадобится, мы будем им доплетать вторую часть. И возвращаемся обратно. Первую бисеринку второго ряда мы уже набрали, вот она. Теперь идем в голубую, вот в эту вот. Возвращаемся в обратном направлении. И две серых крайних устанавливаем вот так вот, как кирпичики. Продолжаем плетение по рисунку. Здесь у нас белая бисерина, набираем ее. Проходим через одну в рыжую. Затем набираем рыжую. Снова проходим через одну. Еще две рыжих по очереди. Сначала одну и потом вторую. Дальше еще два рыжих. Белый. И крайний контурный, серебристый. Посмотрите, к этому ролику мы прикрепили схему, что именно я делаю. Я прохожу навстречу первой бисерины через две по диагонали, подтягиваю нитку, укладываю здесь все аккуратненько, возвращаюсь вот сюда вот, в третью бисерину, которую мы набирали с самого начала, аккуратно подтянула и теперь возвращаюсь через 3 в первую. И прохожу через первую серебристую. Все, мы готовы к третьему ряду. Продолжаем третий ряд по нашей схеме. Набираем так, как у нас идет рисунок. Голубая, рыжая. Продолжаем плести таким образом всю широкую центральную часть. От первого ряда вот сюда. Когда мы доходим до последнего ряда, сейчас я покажу, что мы будем здесь делать. Мне кажется, это самая смешная история, которая у нас была. Может рассказать ее? Как-то нам позвонил клиент, это было лет 8-10 назад, и попросил к телефону Марию. В тот момент никакой Марии у нас не работало. Но мы так и сказали. К сожалению, Мария у нас не работает. Что, она больше не работает? У нас никогда и не работала никакая Мария. Как это не работало? Я только что с ней общался. Не знаю, никогда не было Марии и до сих пор нету. И клиент очень разозлился. И прежде чем бросить трубку, крикнул: «Абсурд! Скандал! До свидос!» Все, никакой Марии у нас нету. Как это нету Марии? Абсурд, скандал, до свидос. И все.
и больше он нам не звонил. Но фраза теперь стала крылатой, и абсурд, скандал, до свидос. Просто можете пользоваться. прежде чем бросить трубку, можете прокричать абсурд, скандал, до свидос. А вот мы сплели. А теперь я покажу, что мы делаем с краем. Верх я уже сплела. Сейчас вы увидите, как я сделаю низ, и точно так же сделаете верх. Смотрите, здесь уже у нас есть бисерины, которые мы набрали, и нам нужно начать сужение рядов. Мы можем действовать грубо, точно так же, как мы действовали, когда делали вот эти вот бусы. Просто выходим из бисерины, и нитка у нас здесь проходит вот так. То есть здесь у нас видна нить. Но если вы не хотите, чтобы у вас была видна нитка над бисеринами, или вы не можете подобрать такую нитку, чтобы она у вас здесь не выделялась, то можно действовать следующим образом. Мы будем вилять и петлять. Посмотрите, на схеме к ролику мы прикрепили картинку, как именно мы петляем в этом моменте. Идем назад. Нам нужно провести нить так, чтобы она вышла из этой бисеринки вот сюда. Туда-сюда. Пару раз проходимся, так, чтобы нам оказаться в нужном месте. И вышли отсюда. Все, теперь мы можем продолжить наше плетение по схеме. Я переверну свою картинку, чтобы у меня здесь было то же самое, что я вижу в руках. И поехали. Набираем серебристую крайнюю бисерину. Дальше беленькую. Плетем точно так же по схеме, как мы делали до этого. Черную. И серебристая контурная. Я не хочу, чтобы здесь торчала нить, поэтому мы здесь тоже делаем вот такую вот хитрость. Возвращаемся назад и проходим вот так сюда. Вышли отсюда. И поехали дальше. Снова контурная серебристая. И серебристый контур. Здесь снова вильнем сюда вниз. Подтянем здесь ниточку, чтобы она не торчала. И пройдем вот сюда вот наверх. Дальше мы плетем по схеме. Точно так же с каждым рядом, убавляя число бисерин. Мы практически доделали, нам остается буквально несколько бисерин. Все, мы сделали нашу лисичку. Когда вы закончили плести, нужно навести порядок на рабочем месте, прежде чем продолжать. И в этом нам поможет Scoop Ease. Это такая лопатка, которой очень удобно сортировать бисер и отправлять его обратно в тубы. Если честно, конечно, это можно сделать и руками, но со Scoop Ease это как-то прям приятнее, проще. И вообще, всем любителям гаджетов рукодельных, я думаю, он понравится. Обратите внимание. Scoop Ease и все остальные материалы для бисероплетения можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету, а ссылки на товары вы найдете в описании к этому ролику. После того, как мы сплели лисичку, точно так же мы сплели енота. Есть еще панда, котик, собачка. Все схемы вы найдете в описании к этому видео. Выбирайте своих зверей, сделайте каких-нибудь 2, а может быть больше. И сейчас мы превратим их в кулон. Посмотрите, бисерное полотно, оно такое мягкое, оно гнется. И даже если мы сложим 2 части вместе, они все равно будут мягкие и будут гнуться. Чтобы наш кулон был жесткий, нужно ставить внутрь что-нибудь. Например, может быть, какую-нибудь тонкую картонку. А я возьму моделируемый фетр Рейхер. Вот он у нас, этот фетр. Карандашом я обведу мой шестиугольник. Нарисуем внутри этого контура еще один и по нему уже будем вырезать. И этот шестиугольник мы разместим между нашими плетеными элементами. Разместили. Но прежде чем мы сошьем, мы закрепим 2 самые короткие нити. Они нам точно не понадобятся, чтобы они не болтались. Крайние бисерины не трогайте, они нам еще пригодятся, потому что сейчас мы будем с их помощью сшивать. Закрепите где-нибудь вот здесь, вот посередине нить. Можно завязать узелок между бисерин, а можно просто несколько раз туда-сюда петлять, запутать нить в плетении и просто срезать. Выбирайте, какой вариант нравится вам больше, потому что между этими бисеринами довольно сложно завязать узелок, они так плотно друг к другу прилегают.
Я возьму и завяжу вот так поверх бисерины, ничего же мне не мешает. Я завязала поверх бисерин, все перфекционисты сморщились. Если вы в этот момент сморщились, значит вы перфекционист. Видите, снаружи это все красиво, а на изнанке узелок. Но, по крайней мере, я уверена, что у меня тут все в порядке. Кстати, можно же здесь написать что-нибудь. Можно здесь написать love. Никто не узнает, что там написано внутри. Все, закрепили нитку, отрезали. И теперь будем сшивать. Положим внутрь наш шестиугольник, накроем сверху. Убедимся, что звери у нас смотрят все в одну сторону. Вставили нитку в иголку и начинаем сшивать. Здесь мы сшиваем в технике эндебели или елочка. Соединили симметрично и прошиваем бисерины. Вот таким вот образом выходим из левой и идем в правую на одну бисерину. И обратно возвращаемся через две. Посмотрите, к этому ролику мы прикрепили схему, как проходит нить. Прошли через две. Точно так же возвращаемся на одну обратно. Пришиваем левую часть к правой. И снова возвращаемся наверх через две. Аккуратненько везде подтягиваем нить, следим, чтобы у нас ничего никуда случайно не зацепилось, чтобы натяжение было ровное, красивое. И таким образом мы шьем до верха. Когда мы дошли до боковой части, где бисеринки стоят отверстиями к краю, то сшивать мы будем по-другому. Проходим вниз, проходим наверх, подтягиваем здесь нитку, чтобы она легла между бисеринами. И идем сюда в соседнюю, вниз, рядышком наверх. Нить подтянули, чтобы она тут не торчала. И точно так же продолжаем сшивать сбоку вниз, вверх, петляя и подтягивая нитку, чтобы она нигде у нас не торчала. А сбоку мы опять продолжаем сшивать в технике елочка эндебели. Прошли сюда, прошли обратно. На две опустились и снова техники елочка продолжаем это все сшивать. Объяснительная записка. Пока я тут сшивала края, подумала, что нужно срочно внести технические изменения, поскольку я хочу сделать кулон и хочу прикрепить к нему неразъемное колечко, и я вдруг резко в последний момент передумала, решила крепить не так, как я хотела изначально, поэтому посмотрите, что мы делаем. Если вы будете делать кулон так же, как я, то верхняя, самая последняя бисерина вам не понадобится. У меня тут получается так. Одну бисерину я могу просто взять и снять. У меня здесь нитка не закреплена, видите? Самую крайнюю бисерину я просто взяла и сняла. И я хочу вставить колечко на место этой бисерины здесь и на место верхней тут. Но, к сожалению, я уже закрепила нить. И эту бисерину так просто не снять. Вариант номер один – все переделывать. Вариант номер два – делать все по-другому. Например, можно использовать бейл, но я не хочу такой бейл, я хочу просто колечко, поэтому я попробую сейчас рискнуть. Я вставлю сюда иголку, возьму плоскогубцы, и мне нужно расколоть эту бисерину, чтобы ее просто не было. Повторюсь еще раз, это акт отчаяния. Лучше сразу сделайте как надо. Но поскольку у меня нет выбора, давайте попробуем и посмотрим. Я надеюсь, что у меня все получится. Вставили иглу, взяли плоскогубцы, зажмурились и кусь! Ура! Бисерина раскололась. Здесь видна нить, но ничего страшного. Сейчас мы просто закроем ее кольцом. Вандалы раскусили драгоценный бисер. Это не мы такие, это жизнь такая. И теперь вставляем колечко. У нас выходит нить из крайней бисерины. Мы надеваем колечко. Представляем просто, как будто это бисеринка. И прошли через соседнюю. Вернулись обратно. Прошли еще раз через соседнюю. Можно еще сделать по диагонали. Еще парочку раз пришейте это колечко туда-сюда, чтобы наверняка, чтобы плотно, крепко, и обязательно подтягивайте хорошенько здесь нить. Заодно мы показали лайфхак, что можно сделать, когда уже ничего нельзя сделать. На самом деле нужно подумать. Всегда можно сделать что-то. Продолжаем сшивать наши края. Точно так же, как мы делали это, чтобы у нас все здесь было идеально.
После того, как мы шили две наши детали, закрепляем нитку, делаем узелки пару раз между бисерин с краю и уводим нить по ходу плетения, делаем несколько узелков, пару-тройку, и потом просто отрежем нитку. И отрезаем вплотную к плетению. Все, наш кулон готов. Он получился двусторонний. Можно носить енотом наверх, можно носить наверх лисичкой. Этот кулон просто надеваем на обычную корейскую цепочку. Я хочу повесить этот кулон на цепочку прямо за кольцо, которое мы сюда пришили. Но оно недостаточно крупное, замочек не пройдет, поэтому нам сначала нужно будет его снять, потом надеть кулон и затем вернуть замочек обратно. Что мы, собственно, и сделаем. Мы снимем цепочку. Пролезет, нет? Тогда нам придется снимать и колод тоже. Для этого нам понадобится иголочка. Иголочкой мы его откроем. Просто нужно будет какое-то время потратить и сколько-то усилий приложить. Вот мы открыли колод. Теперь мы надеваем кулон и возвращаем колод обратно. Надеваем обратно цепочку и закрываем. Получился двусторонний бисерный плетеный кулон. У меня енотовое настроение. Я надену его наверх енотом. Вот такой получился кулон. И небольшая хитрость. У нас в продаже скоро появится фурнитура для значков, и можно будет сделать вот такие значки. Вот такую фурнитуру для значков можно будет прикрепить к задней части нашего бисерного полотна. А о том, как именно это можно сделать, мы расскажем в нашем следующем ролике в следующую пятницу. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий урок. И бонус для тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Пишите комментарии, рассказывайте, кого вы себе сплетете, подружке или, может быть, своим детям. В следующую пятницу случайным образом мы выберем одного из комментаторов и подарим ему сертификат на 1000 рублей на покупку в интернет-магазине greenbird.ru. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Мы сделаем вот такой вот классный кулон. В описании к этому ролику вы найдете ссылку на файл, который вы можете распечатать. Там схемы всех наших зверей. А если у вас нет принтера, то возьмите, распечатайте пустой бланк и Что? Если нет принтера, как они распечатают? Если нет принтера, все равно распечатать. Вдребезги. Раскусили бисерину вдребезги. И не мы такие, это жизнь такая. Всегда можно что-то сделать, даже если кажется, что ничего сделать уже нельзя. У меня енотовое настроение. Вот такой получился кулон. И все.